Прием, диспетчер. Это водитель 14 FB. Что у нас-то? Да-да, никаких вопросов о грузе, ну так это пассажир. Я ведь занимаюсь транспортировкой, я не такси. Черт, в этом же смысл Клаудпанка. Да-да, опять очень важный пассажир. Эта ночь никогда не закончится. Садись, садись. Алина, что у нас там по топливу? 38%. Доберемся без происшествий. Но без происшествий у тебя не бывает. Ха, не бери в голову, Алина это автомата. Рада знакомству. На вашем месте я бы пристегнула ремень и молилась Коре. У нее иногда бывает скверное настроение. Доедем, точнее долетим. С восточного полуострова. Давно в Невалисе? Город вечного дождя, ночи, огней, тоски и дорог. Эти хова летают, что в киселе, инерция страшная. Лучше, конечно, держаться дорог, скорость будет повыше. Но ездить по этим полям, скажу я тебе, все равно, что выступать против быка на кориде. Только быков тысячи. Да еще эти вертикальные репульсоры барахлят, арсендеры калибровать надо. Control, come in. This is... Wait, is this channel receiving me? Driver 14FC, this is Control. We read you. Is that you, Carmine? No, my name is Rania. Oh, you're the new kid. Ну а чё, здесь чертовски красиво, только посмотри на это, неон, облака, это переливающаяся реклама, безумие какое-то. Мы живем на платформах, питаемся какой-то азиатской лапшой и куда-то торопимся. Невалис — это город движения, стоит остановиться, прислушаться, расслабиться. И тут же наваливается какофония звуков, шум дождя, проносящийся хова, кто-то за кем-то гонится, а толпа понесет этот выбившийся из потока байт, ведет тебя в другое русло. The city moves real fast and you got to move with it. You make a million choices a day to survive in Nevalis. And some of those choices are gonna hurt folks. You ain't got time to think about that. You just keep moving. Understand? I think so. Alright. Get going then, Rania. Cora willing, you might just make it through the night. Знаешь, я не рекомендую расслабляться, с городом что-то не то. Разваливается. Лифты устраивают забастовки, рушатся целые здания, и всем будто все равно. Ну, есть один инженер, но он понятия не имеет, на чем все держится. А, дьявол! Люди странные, андроиды тоже. Просто погуляй по районам этим лабиринтам. Я как-то встретил бандитов, которые занимаются благоустройством города. Строят детские площадки. Это их бунт, преступление. Или как тот андроид со своими подкатами, инициализирующий брачный контракт. Люди здесь очень прагматичны, будто не осталось мечтателей. Ты привозишь от родителей посылку, клиент ожидает, что там будет наследство, а там детские игрушки и трогательная записка. Ну ты знаешь, куда бы он захотел засунуть эту записку и игрушки этим родителям. Куда? Туда. Нет, правда, мне интересно. Помнишь ту гифку, где банка разбилась уже? Все, я поняла. And you want to go back to your owner? Don't slaves want to escape? I'm not a slave. Being the property of a rich android is my career. Just like driving deliveries is yours. Okay, I get it. Так, здесь проедем через туннель и скоро будем на месте. Всего 2 аварии? Идем на рекорд? Знаешь, эта работа несопоставима с риском. Мы тут не стреляем направо и налево. Да мне за 10 лет моей карьеры в Клаудпанке даже драться не приходилось. Хотя и заказы, и тем более клиенты — это тот еще цирк. Будто все переплетено, вся эта постмета и ирония. У меня действительно странная работа, будто меня испытывают. Что я сделаю? Довезу посылку до адресата, а там окажется, что он хочет распространять вирус, и я вполне могу и не довести ее. Или уговорить лифт вернуться к работе, озвучив его значимость. Не то чтобы меня терзали там муки совести, или что выбор предоставляется часто, но бывает. Но тем не менее это работа, и на работе порой скучно. They will get pineapples, but they did not want pineapples. This is a very high-quality prank. It's petty and childish, but thanks, Chemist. Let's just hope we don't get caught and fired for it. Возможно, эта меланхолия движения не совсем то, чем хотелось бы заниматься. Нужен какой-то настрой, душевное спокойствие. Даром, что заказы не всегда обычны. Я в таких случаях люблю размять ноги, знаешь, прогуляться по районам, пообщаться с местными.
Поискать какой-нибудь хлам, который можно забарыжить. Перфокарты, вот, например. Какие-то старые чипы, например. Или та девчушка, что ли, коллекционирует старые картриджи. Знаешь, что это? Сомневаюсь, тебя ведь в то время и не было, да и меня тоже. Я люблю этот город, магистрали, звук двигателей, свою хову. Люблю залетать в какие-то непонятные уголки, свою брюжащую автомату. И надеюсь, что смогу что-то изменить. I am Mr. Anderson. Great, come get your package. I may not be the correct Mr. Anderson. Well, how many of you are in there? Anderson Financial has 2,000 employees. And how many are called Mr. Anderson? 1,000. What? Wait, are the other 1,000 called? Miss Anderson. Of course they are. What a mess. Look, can I come in, or... Что-то действительно в моих руках. Не только пройтись по барыгам с брендовым шмотом и наркотой, которому можно впарить старые журналы с помойки. Может, я действительно что-то значу, я чувствую это. Но день за днем одно и то же. Посылки, попутчики, приключения неприятные. Иногда заправиться, выпить кофе, квартирку вот обустраиваю. На хову накидываю новые приблуды. Я устал от этого. Может, бросить все, купить билет на шпиль, подняться и все. Конец. Черт. The way we speak, our attitudes, it's obvious that we're from a small town. They can just tell by how I walk around. On the streets, they're all looking straight ahead, but I'm always looking up at the towers and the clouds. They are very big. They are, Camus, but I'm not thinking about the buildings when I look up. I'm thinking about the people in them looking down on me. Well, that's what it feels like for me. The automata here look down on me, too. It's okay, Camus. At least we're alone together. Мы почти прибыли, ты уйдешь, а мне поступит новый звонок, новая работа и что дальше? Что, черт возьми, изменится в этом мире? Знаешь, что такое клоудпанк? Это, блять, меланхолия, ебучая безмятежность, спокойствие. Открой свой сраный третий глаз в астрал и прикосись к вечному, к этому пиксель-арту в полном 3D, к вездесущей рекламе, к высоткам без начала и конца. Собери всякий хлам, прими звонок диспетчера и насладись компанией какого-то кретина, рассказывающего себе в третьем лице с интонацией бульварных детективов. Хотя не буду врать, мужик харизматичный. И вообще работа в кайф. Район за районом, но когда же это, блин, закончится? Неужели это все? Если есть тут какой-то экшен, то это когда приходится гнать на скорость. Да, такое бывает, хоть что-то. So the dead corpse can abduct children now? The dame didn't realize who she was dealing with. The dead corpse had hearts blacker than my morning cup of joe. Huxley, were you always like this? Did something happen to you? The dame thought I had a screw loose. I guess her instincts were good. Но ведь эти люди, я определяю их сущность. Что самое важное в переменах? Дорога. Когда ко мне подсаживается знаменитость, которую пытаются подменить андроидом, она на распутье, а я Харон, что ведет ее на своей лодке в иной мир. Я помогу ей, и мой выбор будет правильным. Я соберу все перфокарты и восстановлю память андроида Жанет. Я доставлю подозрительно тикающую коробку или выкину ее от греха подальше. Черт, а я ведь весьма важен. Я определяю их судьбы. Знаешь, по времени с увольнением, кажется, я начинаю любить свою работу. Сейчас вот здесь повернем и... You're the new kid. I'm the new driver, yeah. Who is Carmine? He was driver 14FB. What happened to him? He retired last month. Good for him. Not really. He was in the big Sector 6 crash last week. Lots of people got retired. Don't worry, you won't be flying through that section for hours yet.
Where do I go now?